сейчас здесь будет жарко. Всем привет! Лодочный мотор Tohatsu 9.9 нужно укоротить ногу. Открутили 4 гайки крепления редуктора, но не получается снять редуктор. Такое бывает, когда вертикальный вал редуктора застревает в ржавых шлицах коленвала, если в шлицы поступала вода. Но в нашем случае такого нет, потому что мы без проблем сняли двигатель. Если двигателя нет и все, что надо, мы открутили, значит редуктор из-за коррозии сидит на 4 шпильках. Пошел, тебе верить как-то надо. Я сейчас перед его оторвался. Перед хуже. Сильный переход. Масло заливается. Хорош. Полили, что-то масло пошло. Да. Сыпется. Ну, чтобы стучать его хорошо. Боюсь. Держи. Ой, сломали. Че? Сломали. Блин, сейчас что здесь сломаю. Надо добивать. Не, зад идет. Вот сейчас вот это вот делаю. Я ее расшагиваю. Это меня. Туши. Пластик.
Вот это да. Да не, ну, вроде бы. Ну, в общем, поплавился корпус для уплотнения тяги переключения передач. Мы так и думали, что он поплавится. Немного расплавилось основание помпы. И посмотрим сейчас состояние крыльчатки. Была проблема с охлаждением у этого мотора. И вот что получилось в результате снятия редуктора. Это мы заварим. Владельца уже предупредили о последствиях, что придется менять детали. Тут след остался от перегородки. Корпус помпы вообще не пострадал. Он пластмассовый, так же как и основание помпы и корпус для уплотнения. А вот состояние крыльчатки. Но это не из-за нагрева. Это изначально была проблема с охлаждением. Поотрывались лопасти от старости. Потому что редуктор очень давно не снимался. В этом и проблема. И при запуске мотора мы видели, что контролька была очень слабая. И мотор перегревался. Вот они, закисшие шпильки. На шпильках держался редуктор. Просто потому, что давно не снимался. А может быть и никогда не снимался. Да и тут тоже ничего серьезного не случилось. Пластину основания помпы мы оставим, только заменим сальники и резиновое уплотнение. Больше всех пострадал корпус тяги. Он находится как раз в этом месте, где были две закисшие шпильки, которые и удерживали редуктор. И пришлось нагреть их очень хорошо и все это расплавить. Заварили редуктор, обработали. Снизу то же самое. Есть поры. Это от того, что алюминий кипел при сварке. Но в целом заварили хорошо, крепко и надежно. Обработали эту поверхность, так как эта часть при сварке могла деформироваться. Ну, решили на всякий случай, чтобы все было ровно. Далее будем мыть редуктор, собирать его и красить корпус редуктора. Мотор мы будем укорачивать, но процесс укорачивания мы показывать не будем, потому что это есть уже в других видео. Устанавливаем новую втулку, корпус тяги переключения передач. Мы можем посмотреть устройство этого корпуса. Здесь устанавливаются два уплотнительных кольца, которые предотвращают попадание воды в редуктор. А здесь ходит сама тяга. Устанавливаем новую крыльчатку и устанавливаем новую обойму гребного вала. Потому что на старой обойме посадочное место под сальник разрушилось. Старый сальник мы отсюда вынули, но новый сальник уже вылетает. Старый сальник держался на коррозии. Восстанавливать эту деталь нет смысла, проще заменить. Собрали, проверяем редуктор на герметичность. Давление до 1 килограмма. Держит.
Крутим, переключаем. Что, не хочется? Все держит. Ну вот, нога готова. Покрасили ее, как мы это делаем после укорачивания. И покрасили редуктор. Восстановили его в исходное состояние. Заварили то, что сломали. Все теперь отлично. Сейчас будем собирать мотор. Теперь редуктор будет сниматься без проблем. Смазали все резьбовые соединения при сборке. Эта проблема возникла из-за того, что редуктор очень давно не снимался и образовалась коррозия в шпильках. Хотя мы все открутили и вал не закис, поэтому пришлось повозиться. Иногда вы пишете комментарии, какие мы бестолковые мастера. Греем, стучим, варварски разбираем моторы, не пользуемся съемниками. Так вот, пожалуйста, дайте ссылки на те съемники, которые нам следует приобрести. Пишите свои советы, как лучше разбирать такие моторы, как отмачивать. А мы будем прислушиваться. А если вы не сталкивались с такими трудностями, то слава Нептуну, лучше с этим даже не связываться. Если ставите палец вниз, то, пожалуйста, обосновывайте, а палец вверх – это уже по вашему желанию. Запускаем мотор, еще раз проверяем и отдаем владельцу. На этом все. Всем пока.